Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю невероятно вкусные и нежные кабачковые блинчики с творогом, без молока и без муки. Это невероятно вкусный и полезный завтрак. Обязательно приготовьте и попробуйте. Для рецепта мне понадобится тесто. Здесь очень простое. Я буду его делать в чаше блендера. Беру вот такой небольшой цукини. Конечно, можно использовать и кабачки. У меня цукини молодой, я его не очищаю. Разрезаю на средние кусочки, чтобы легче было измельчать. Также разрежу 2 крупных зубчика чеснока и порежу небольшой пучок укропа. И теперь отправляю все в чашу блендера. Также в чашу добавляю творог и разбиваю 3 крупных яйца. Добавляю соль. Делаем это все по вкусу. Также сразу я добавляю примерно 3 столовые ложки крахмала кукурузного. Эти блинчики готовятся без муки и без молока. Хорошо все измельчаю до однородности. Вот такая масса должна получиться. Я сейчас мое тесто переливаю в миску. Конечно, в зависимости от того, какого размера яйца вы используете, а также от сочности кабачков, может понадобиться чуть больше или чуть меньше крахмала. Добавляю пару столовых ложек масла. Я использую оливковое, можно использовать любое растительное. Перемешиваю. Вот такое по густоте оно должно получиться. И даже не добавляя в это тесто молоко, оно получается вот такое достаточно жидкое. И оставляю мое тесто немного постоять, примерно на 5-7 минут. И можно печь блинчики. Хочу показать вам свою кулинарную книгу «2 кухни, 1 душа». Это не просто сборник рецептов, а книга, в которой объединились современная домашняя славянская кухня и традиционная азиатская. Здесь собраны блюда, которые я много лет готовлю для своей семьи и которыми с удовольствием делюсь с вами. В книге 158 проверенных рецептов с точными пропорциями, подробным описанием и пошаговыми фотографиями. Поэтому готовить по ней легко даже тем, кто только начинает. Особенность книги – возле каждого рецепта есть QR-код. Достаточно навести камеру телефона, и вы сразу перейдете к видео с приготовлением этого блюда. Книга выполнена в твердой обложке, напечатана на качественной плотной бумаге, и каждый экземпляр упакован в защитную пленку. Она может стать прекрасным подарком для мамы, бабушки, подруги или любого человека, который любит готовить. Если книга вам понравилась, все ссылки для заказа вы найдете в описании под этим видео. Спасибо, что готовите вместе со мной. Разогреваю сковородку. Ее диаметр 18 см. И первый раз смажу ее небольшим количеством растительного масла. Перед тем, как выливать тесто на сковородку, немного его перемешивайте, так как крахмал оседает на дне. Пеку блины, как обычно, с 2 сторон. Обязательно следим, чтобы на поверхности не было сырого теста, и только после этого переворачиваем. Аромат стоит просто потрясающий. Так приятно пахнет чесночок, укроп. Просто великолепно. Буквально пару секунд и снимаем блинчик. И, конечно, таким образом я пеку все блины. Рекомендую их печь на сковороде небольшого диаметра, как у меня. И делать их не слишком тонкими, так как все-таки в этих блинах нет глютена. И чтобы их легче было переворачивать. Если вы чувствуете, что блины рвутся при переворачивании, тогда можно добавить в тесто еще немного крахмала. Всего из этого количества ингредиентов у меня получилось 8 вот таких очень нежных блинчиков с кабачками. К этим блинам как нельзя лучше подойдет соус на основе йогурта. Я порежу небольшой пучок укропа, добавляю его в йогурт, выдавлю 1 крупный зубчик чеснока, добавляю соль по вкусу и черный перец. Такой соус можно сделать и со сметаной. Уверена, эти блины разлетятся просто в один миг. Такие они вкусные.